Всем hello, вы на канале Мой Флакон. Меня зовут Слава. Сегодня я расскажу про новогодний, зимний, хвойный бренд, который занимается созданием именно таких необычных ароматов, ассоциируется с хвойным лесом, с еловым, пихтовым. Так как скоро Новый год, скорее всего, вы уже готовитесь к Новому году, будете ставить елку, ее наряжать. И как ни кстати, это видео, возможно, вам поможет для выбора аромата, чтобы встретить Новый год, провести Рождество, так как они все такие хвойные, тематические. Я заказал их на официальном сайте этого бренда. Бренд называется Pinewort. Он был основан буквально не так давно, в 2020 году, Николасом Нильсоном. Я про него читал, до создания своего бренда он коллекционировал именно разные ароматы хвойного стиля. Если вы загуглите, кто такой Николас Нильсон, вы можете прочитать его топ ароматов с нотами хвои. Он их там подробно описывает, какие он любит. И также он решил создать свой бренд, и он вообще ни на что не похожий. Он использует там даже натуральные ингредиенты, это такие как касториум бобра, ингредиент пчелиного воска, и очень самый редкий ингредиент – это амбра настоящая, которую собирают на берегу моря. И как вы знаете, что амбра – это отрыжка кашалота, это один из дорогих ингредиентов вообще в парфюмерии. И мне было из-за этого очень интересно посмотреть, что за ароматы, что вообще какие, как они вообще пахнут. Я заказал на официальном сайте, еще раз повторюсь. Мне они пришли в таком мешочке. Здесь у меня 22 сэмпла, 22 аромата, пробника. В этом мешочке также была такая черно-белая открытка с шишечками, с хвойными веточками. Здесь открытка Pinewort. Такая, это как бы бренд. И эта сосна или елка, она изображена на флаконах этих ароматов. Дальше я начну рассказывать, как мешок такой с подарками. Буду по одному аромату оттуда доставать и рассказывать, что же там есть. Так как 22 аромата, и в одно видео я не могу уместить все, и мой нос устанет, я решил разделить на 2 видео. Сегодня будет первое видео. Здесь у меня 11 сэмплов. Я с ними заранее подготовился, разнашивал их, как они пахнут, так как на видео сразу с блотера невозможно все рассказать. Так что давайте начнем. Первый аромат, который я достану, как в лотерею, из мешка. Так они выглядят, у них сэмплы с названием Pinewort и название самого аромата. Этот аромат называется у нас Revel Rice, такого темно-коричневого медового цвета. Единственное, у него все ароматы, они очень насыщенного какого-то цвета, поэтому если вы будете приобретать и вы носите светлую одежду, светлого цвета одежду, осторожно наносить. Вообще он такого и на блотере, видите, и на коже будет у вас такого цвета, как и жидкость. Так, что же Revel Rice? Я некоторые делал пометки, потому что я не все могу запомнить и рассказать, все свои ассоциации, которые я изначально с ними знакомился. Revel Rice переводится как веселье с английского. И он на старте такой терпкий, горький, сладкоалкогольный аромат.
Пахнет немного пробродившими такими фруктами, компотами сухофруктов и с добавлением туда рома. Здесь есть нота рома. Он мне пахнет такой дорогой усадьбой в Альпийских горах где-то, где эту усадьбу очень сложно найти. Она в таком густо хвойном лесу. Не все дорогу знают к этой усадьбе. И вот там творится какая-то такая закрытая вечеринка. И вот пахнет вот ромом, сухофруктами, вот этим лесом, каким-то хвойно-зимним. Здесь он такой сыроватостью пахнет погребом. Интересный аромат, очень ни на что не похожий. Я ему поставил 8. Ставлю 8 из 10. Интересно. Следующий аромат, который я вытащу из мешочка, называется он у нас Nocturnis, такого темно-зеленого цвета. Вот про то, что я и говорил, они оставляют вот такие вот темно-зеленые следы даже на блоттере. Nocturnis. Пахнет хорошо. Прям сразу хорошо. Он красивый аромат. И я хочу сказать, что из всей коллекции этого бренда он мне, можно сказать, больше всего понравился. Ой. Он хвойно-цветочный, пахнет лавандой. И лаванда тут вот как будто только ее скосили с поля, с прованского. Конечно же, так как здесь лаванда, цветы, зелень, древесные ноты, он мне почему-то больше такой мужскую сторону и чем-то напоминает мне Dior Sauvage. И я думаю, что это можно заменить, если вы пользуетесь Dior Sauvage и он вам поднадоел. Это вот такая красивая, дорогая, очень натуралистично звучащая пирамида Sauvage. Я ему ставлю 10 из 10. Я вообще задумываюсь, возможно, приобрести, может быть, в следующем году флакон этого аромата. Хороший, классный, красивый. Вообще, я в восторге. Следующий аромат называется у нас Velveteen. Что же я про него написал? Этот аромат мне вообще особо не понравился. Я ему ставлю 3 из 10. Так как здесь есть гвоздика, я не люблю специю гвоздики. И она здесь преобладает над всеми нотами. Пахнет таким стогом сухого стога сена. Пахнет амбаром. Вот вы заходите когда в амбар, и там такие горы сена. Вот он такой сухой аромат, немного сладковат. Сладость дается, скорее всего, амбром. И пахнет такой, знаете, вот когда вы завариваете солодку, вот такой сухосладким таким вот напитком. Мне не нравится, я такое не буду носить. Как-то не мое это. Следующий аромат этого бренда. У него, кстати, вообще интересная такая жидкость такого цвета необычного. Называется он у нас Ice Fall. В переводе это падение льда. И что же я про него? И он один из вообще необычных ароматов. Я вообще никогда не встречал что-то подобное.
Ледопад, да. Пахнет мне хвойным таким, знаете, хвойной ванной. Если вы когда-нибудь принимали лечебные вот эти ванны в санаториях, возможно, вот он пахнет вот эти хвойные ванны, как будто вы туда ложитесь. Акватически пахнет водой. Пахнет мне таким ледяным морем. Вы гуляете где-то на берегу соснового леса, таким каким-то прям вот дальним севером. Он прям такой холодный аромат. Прям вот я вот сейчас его нюхаю, такой, знаете, прям холодочек, такое облако холода. Да. Не зря называется падение льда, он прям освежает, охлаждает. Интересно, я ему поставил 8 из 10. Скорее всего, он меня не произвел впечатление, как предыдущий, да, но он тоже прекрасен, тоже красив. И какая же у него красивая жидкость. Следующий аромат. Я достаю из этого волшебного соснового мешочка. Называется он у нас Pastoral. Вот. Такого темного тоже коричневого цвета. О, он уже прям пахнет сладковато. О, приятно пахнет. Тоже мне. Я на самом деле проникся этим брендом. Мне он заинтересовал, когда я начал изучать их аромат и вообще этот бренд. Я считаю, что вообще класс. Pastoral пахнет мне чаем с ежевично-абрикосовым вареньем. Он очень уютный. Ой, прям вот таким чаепитием где-то в лесу вечером. Возможно, горит камин. За окном идет снег. Такая спокойная атмосфера. Вы заварили себе такой чай. Прекрасный, прекрасный. Я ему изначально поставил 8. Я хочу поменять, я ему ставлю 9. Вот на данный момент вот я уже с ним знаком уже 2 раз. И вообще мне он нравится. Тоже классный, прекрасный аромат. Уюта, удовольствия, общения, чаепития. Следующий аромат, который я бы... Apple Tobacco называется. Apple Tobacco. Я помню, чем он даже пахнет, потому что вот он вообще необычный. Такой тоже темно-коричневого цвета жидкость. И он пахнет вот на старте таким шампунем, яблочным шампунем. Немного химозит. Я удивлен, что все почти ароматы очень натурально звучат, а вот этот аромат какой-то немного химический. И здесь какая-то химозный сорт яблок. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, есть вообще такие яблоки, которые так пахнут. В жизни я таких яблок не встречал еще. Вот. Apple Tobacco. Он сильно, да, пахнет яблоком. Яблоко вообще перебивает здесь все. Также со временем здесь появляются древесные ноты. Табак здесь такой деликатный, он вообще еле-еле слышен. Дает мне такую небольшую горчинку этому аромату и немного такую влажность. То есть вот яблоко, табак, вот такая влажным табаком немного пахнет. Он прикольный, я ему ставлю 5 или 6, я не знаю. Вот 50 на 50 для меня этот аромат. И, скорее всего, вот он больше какой-то веселый, что ли. Интересный. Может быть, кому-то он понравится. Я не знаю, мне как-то не особо из-за этого яблоко. Хотя я люблю яблочные ароматы. Следующий у нас аромат называется By the Ball. Такого прям темно-зеленого, такого красивого цвета.
Вообще интересно знакомиться с брендом, изучать их, ароматы. Вот такое, знаете, путешествие в этот бренд при помощи вот таких сетов, сэмплов. Так, называется, что-то я уже забыл. Bind the Ball. Bind the Ball. Вот он пахнет мне реально сосновой древесиной, хвойной древесиной. Пахнет хвойными вот этими шкатулками. Возможно, вы когда-нибудь были в каком-нибудь таком сувенирном магазине, где пахнет, где вот изделия из дерева именно такие вот там шкатулки из дерева, картины, возможно, из дерева. Вот, пахнет вот как в этом магазине. Вот, с пилом вот этим, с пилом дерева, таким свежим. И очень природно он звучит. Очень натурально. Если у вас есть дома, и вы будете ставить искусственную елку, вы можете побрызгать эту елку этим ароматом, и она у вас оживет и убежит потом в лес обратно. Я шучу. Очень натурально. Вот когда вы только заносите сосну или елку в квартиру, вот пахнет только что вот принесенным домой хвойным деревом. Прекрасно. Я ему ставлю 8. Следующий аромат. Что у нас там? Называется он Mark Wood. И прям такая темно-коричневая жидкость. Mark Wood. И на блотере вот такая темное пятно. Вот с ним вообще надо осторожно наносить на кожу, чтобы не оставить пятен на одежде. Что же я про него написал? Тоже красивый аромат. Пахнет он ладаном. И здесь такой литургический ладан, много церковный. И тоже пахнет елкой. Я думаю, что если у вас будет искусственная елка и у вас будет этот аромат, вы спокойно можете ее брызгать также этим ароматом. У вас дома будет уже атмосфера праздника, хвойного леса, такой сказки какой-то детской, да? Красивый аромат, тоже ставлю ему 8. Я в основном здесь всем этим ароматам ставлю высокие баллы, так как они очень красивые, очень красиво звучат, очень природно, то есть ни на что не похоже. Вообще класс. Если вы любите ладанные ароматы с нотой хвои, вот он вам, возможно, понравится. Следующий аромат. Уже осталось мешочки 2 аромата. Подходим уже к концу. Вот. Нанесу, называется он у нас Finery, непонятно. Такого желтого солнечного цвета. Ой, это, конечно, это один из самых у них какой-то мрачных ароматов, несмотря на вот эту солнечную жидкость солнечного цвета. Да, он очень пахнет жутко, и считаю то, что этот аромат подойдет на Хэллоуин. Пахнет мрачно, пахнет болотом, пахнет таким темным дремучим лесом. Очень необычный. Я считаю, он на любителя. Пахнет вот этой тиной, зеленью. И зеленью такой вот прям темной, вот как тина. Сыростью, пахнет сыростью со временем. Я не знаю, как оценить этот аромат. Он потому что очень необычный.
Он какой-то странный в какой-то степени. Вы с этим ароматом будете точно выделяться. Я думаю, он будет очень стойким. Так как здесь есть кожа, он немного копченый даже. Я не знаю, как оценить. Я не буду ставить оценку этому аромату, так как мне сложно оценить. Он очень-очень необычный. Следующий аромат. Называется у нас Stading. Тоже такая темная коричнево-зеленая жидкость. Вот. И вообще я первый раз встречаю вообще ароматы, чтобы были с такой прям очень темной цветом жидкости. Strading переводится как усадьба, в нем используется бобровая касторка. Он необычный из-за вот этого. И касторка здесь 7-летней выдержки, просто как какой-то 7-летний коньяк. Я это прочитал на официальном сайте. Он пахнет темным солодом, вот немного такой выпечкой, черным таким бородинским хлебом, скорее всего. Да. Вперемешку с табаком, с медом. Он сладкий. Для меня, мне кажется, этот аромат даже больше на осень. Такой согревающий. Также он копченый. Возможно, пахнет еще мне вот этими осенними листьями, вот этой кучей осенних листьев, когда ее собрали, вот она долго лежит на воздухе. И вот что-то такое подобное, сухое, чем-то пахнет. Осенний аромат. Я ему ставлю 6. Я особо его не понимаю. Не знаю. И вроде он мне и не нравится, и вроде я как бы не вау, нет вау-эффекта. Какой-то странный. Я его не понял. Следующий аромат. Последний уже из-за сегодняшней подборки. Как я говорил, следующую подборку я запишу позже. И не пропустите. И в следующей подборке я уже выберу топ-3 аромата этого бренда. Сделаю уже вердикт. Так, этот аромат у нас Chandlery. Боже, сложно выговорить. Chandlery. Тоже такого светло-коричневого цвета более. Вот, и он вообще отличается вот от всех этих тоже ароматов, которые были до этого. Здесь уже он более цветочный. Здесь я чувствую белые цветы. Перемешку с лавандой. На старте прям очень цветочный и красивый. Также он красивый. Пахнет немного вот винтажно. Со временем он раскрывает. Я думаю, что он идеально подойдет женщинам, девушкам, так как здесь много цветов. Здесь также используется нота воска пчелиного, настоящая, не искусственная. Что-то он мне напоминает, если честно, из люксовых ароматов. Что-то подобное я уже слышал. Он, конечно, очень выбивается из вот этих всех оригинальностей. Мне нравится. Я бы порекомендовал бы, кому нравятся цветочные такие медовые, хвойные ароматы. Почему бы и нет? Я ему ставлю 6. Сам бы я такой не носил, так как это здесь цветы. Я не особо люблю, когда очень много цветов, особенно белоцветочных. Это была подборка первой части ароматов бренда Pineword. Я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк. Скоро я запишу вторую часть обзора этого бренда. Всем удачи, до скорых встреч. Goodbye.